Здравствуйте, друзья! Сборная России выиграла золото в командных соревнованиях. США и Япония заняли второе и третье места соответственно. Награждение фигуристов должно было пройти еще несколько дней назад, но было отложено. В МОК изначально не стали разъяснять причины переноса церемонии награждения, обошлись общими фразами. Возникла ситуация, затребовавшая юридических консультаций, сказал руководитель пресс-службы МОК. Далее, как гром среди ясного неба, портал Inside the Games сообщил, что причиной переноса награждения является проблема с тестированием на допинг одного из спортсменов сборной России, не уточняя, кого именно, но пояснил, что якобы проба была взята еще до Олимпиады в декабре. Позже тот же портал Inside the Games вбросил информацию о том, что речь идет якобы о тесте Камилы Валиевой. СМИ подхватили вброс и начали распространять лживую информацию о российской спортсменке. Например, Спортэкспресс сообщил, что Камилу Валиеву не допустят до личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Через несколько часов Спортэкспресс опубликовал опровержение, удалил свою новость и принес извинения фигуристке. Журналист Матч ТВ Сергей Лисин вообще заявил о марихуане. Позже он оправдывался, что его дезинформировали. Американец Дэйв Лис заявил, что слышал о том, что две фигуристки употребляют препараты от сердца на чемпионате России 2021. Вы реально думаете, что это только одна Валиева, несовершеннолетняя спортсменка? Или она единственная, кто попался? Заявил Лис. ВАДА, Всемирное антидопинговое агентство, не стало комментировать этот случай и отправила всех для получения информации к организаторам турнира. Пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина подтвердила, что действительно, что Камила не отстранена от участия в играх на Олимпиаде, и сообщила о том, что Федерация фигурного катания ждет официальных заявлений от Международного олимпийского комитета. Любители фигурного катания, спортсмены и в целом все фигурное сообщество поддерживали Камилу Валиеву, кроме Ирины Родниной. Ирина Константиновна негодовала. Если подтвердили применение допинга, то давайте уже не будем говорить о том, какая она спортсменка. В данной ситуации Валиева – нарушитель всех законов России. У нас есть уголовное наказание за употребление допинга, вплоть до лишения свободы, о чем она думала. На следующий день, когда Камила после всех этих вбросов и заявлений СМИ вышла на утреннюю тренировку с улыбкой на лице, выдохнули все. Было видно, что обстановка в тренерском штабе рабочая, а фигуристка готовится к личным соревнованиям. После тренировки Камила не стала общаться с журналистами, а Этери Тутберидзе заявила, что сплетнями не занимается. По-моему, это мудрое решение, учитывая данную ситуацию. Конечно, за улыбкой Камилы Валиевой, этой хрупкой неземной девушки, может скрываться и переживания. Это даже и подтверждает Морис Квитгалашвили, который общается с ней. Тем не менее, продолжала поступать противоречивая информация. ИСУ сделала заявление. Международный союз конькобежцев не может раскрывать какую-либо информацию о каком-либо возможном нарушении антидопинговых правил. На брифинге МОК подняли вопрос допинг-пробы Камилы Валиевой, на что глава пресс-службы того же МОК сообщил, что слухи о допинге – это спекуляции. Редактор сайта Inside the Games Дункан Маккей, того самого портала, который первый сообщил о тестах Валиевой после брифинга МОК, высказался, что ему было приятно слышать все эти вопросы про положительный тест на допинг, а не про положительный тест на ковид. Что было в его голове на тот момент, остается только загадкой. Кремль тоже не остался в стороне и прокомментировал ситуацию. Все начали вопить налево и направо: «Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков», заявил Песков. Здесь единственным первоисточником может и должен быть МОК. МОК же, в свою очередь, не делает ясных заявлений и продолжает крутить свою шарманку. Нужно проявить внимание и терпение, чтобы все пришло к окончанию. Это просто юридический момент. МОК растягивает церемонию награждения, оставляет ситуацию нерешенной и в подвешенном состоянии, тем самым давая лишний повод СМИ поиграть на нервах спортсменов и наших фигуристов.
Все это больше напоминает ситуацию «ничего не понятно, но очень интересно». Болельщики нервничают и проверяют новости чаще обычного, в страхе открывая новости о Камиле Валиевой. СМИ подхватывают и раздувают ситуацию. Довольные редакторы Inside the Games потирают руки. Остается только надеяться, что ситуация с допинг-тестами не такая страшная, как ее рисуют горе-информаторы, или вовсе является лживым вбросом. Хочется, чтобы поскорее это все закончилось.